И снова здравствуй, мой дорогой зритель! Разработчики наконец-таки выпускают более-менее внятное обновление, которое весит 64 мегабайта. Раскроем некоторые тайны, связанные с ним, и немного поговорим, как изменилась ситуация с читерами в CS2. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали! Ищешь площадку, где можно поднять классные скины, то добро пожаловать в Case Hunt. Огромный выбор кейсов и отличный алгоритм дропа. Если не понравился выбитый скин, его всегда можно проапгрейдить. Ну а если у вас скопился ненужный шир, то запихните его в контракты. Помимо этого, на сайте есть различные бонусы и все возможные розыгрыши, включая открытие бесплатных кейсов. Ребята из Case Hunt стараются разбавить ваш интерес и придумывать что-то новое. Ну а если ты используешь мой промокод при пополнении, получишь плюс 30% к депозиту. Так что не теряй времени и заходи по ссылочке в описании. Ну что же, начнем мы по традиции с изменений в текущем обновлении и закончим с секретами и новостями. Исправили ошибку, из-за которой при прицеливании со снайперской винтовки в углу была видна часть дула. Также исправили ошибку, из-за которой гранаты не могли взорвать крышку вентиляции на карте Нюк. А еще разработчики подкорректировали анимации у всех моделей оружия, исправив тем самым эффект двойного выброса гильз. Ну и завершает данный список различными улучшениями производительности. Теперь же с чистой душой переходим к секретикам данного обновления. И нам для этого придется задеть прошлое обновление, которое выходило в CS2 2 мая. В силу того, что оно было слишком маленькое, вместо ролика я ограничился постом в Телеграме. В нем говорилось о том, что они пофиксили меню таблицы матча, но на самом деле баги остались. Поэтому я со своими модераторами ждали, что в сегодняшнем-то обновлении это пофиксят. Но, увы и ах, как вы уже заметили, этого не произошло. Прикол в том, что на самом деле сегодняшнее обновление вынужденное и закинуто разработчиками лишь для того, чтобы взять чуть больше времени на решение проблем, так как, исходя из файлов игры, мы наблюдаем многие изменения, которые не озвучены в официальном списке изменений и не работают пока что в игре. Помимо этого, разработчики заливали в Steam закрытые DPR ветки, после которых обновление не выходило. Это все говорит о том, что были какие-то проблемы с теми или иными ошибками, которые не удалось пофиксить. Или они хотели выпустить что-то новое, но это не работало. К тому же, по всей видимости, разработчики готовят какой-то косметический предмет, так как были изменения в регистрации внутренних предметов игры или изменения в них в самом Steam. Данная информация пока что не точная, но опирается на предыдущий опыт перед выпуском кейса Киловатт и появления скидок в игре. Так что воспринимайте это как пищу для вашего размышления. Но точно могу сказать наверняка, что данное обновление действительно выпущено для того, чтобы взять неопределенное время для выпуска более крупного обновления. И кто знает, возможно, они успеют и выпустят его на этой неделе. Ну а теперь же, ребята, поговорим о том, как изменилась ситуация с читерами после появления мифического патруля и волны банов. Да, никак, собственно говоря. CS2 все так же кишит читерами даже на самых низких рангов, и уже на подлете к высоким могут встречаться ХВХ-турниры. Причем читерское сообщество быстро разобралось, за что банится, куда банится, к чему банится и так далее, и спокойно продолжает играть в запрещенное DLC. И да, есть некоторые индивиды, которые вне новостей и по тупорылости запускают то, за что уже банят, поэтому-то и появляются до сих пор какие-то баны. Но справедливости ради, кое-что действительно поменялось. В одном из своих прошлых роликов я говорил, что они походу улучшили фактор доверия. Да, это действительно так, но не до такой же степени, чтобы он начал фантастически отсеивать вас от нечестных игроков прям на 100%. Дело в том, что после волны банов определенной функции, использующих в рейдже, читеры не забросили игру, а переобулись в легит. Но так как боль в очке от прошлого бана все еще зудит, они стали, естественно, еще более аккуратными. Так что даже если вы думаете, что
что играете с честными игроками, однажды случайно можете вывести какого-то парня, и он-то уж расчехлит свой арсенал. Так что да, увы, на данный момент ситуация такая. Но прошло слишком мало времени, они вроде как двигаются в нужном направлении. Но оглядываясь на действия Valve, всегда есть вероятность, что они могут положить огромный жилистый дуб на все. Так что, ребята, будем продолжать следить за ситуацией. А на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!